Когда всемирно известный собаковод уводит свою дорогую собаку в лес и бросает ее там, собака остается в замешательстве. Поэтому, когда позже она сталкивается с новым пугающим хозяином, таким как местные лесные волки, она сталкивается с одной из величайших угроз своему существованию за всю историю. То, что происходит потом, шокирует всех. Глубоко в густых лесах жил человек, который был известен своими высококачественными собаками, которых он разводил каждый год. В чем фокус? Его заводчица была наполовину волчицей, наполовину собакой. Это позволило получить несколько красивых, уникальных щенков, которые пользовались большим спросом. Настолько, что бедная сука-принцесса осталась полностью истощенной всего через 6 лет. Из-за чрезмерного использования и отсутствия разнообразия в генофонде разведения заводчик собак, Барамир, быстро столкнулся с очень сложной проблемой. Он понял, что принцесса больше не справляется с этой задачей. И он также знал, что просто отправить ее на пенсию и оставить в качестве домашнего животного означало бы лишний род, который нужно кормить. Итак, он решил совершить поистине немыслимое. Ему нужно было избавиться от нее, и быстро. Конечно, принцесса совершенно не подозревала о планах своего хозяина и, в свою очередь, очень обрадовалась, когда он снял с нее упряжь. Она любила хорошую прогулку среди окружающей природы. Барамир не мог заставить себя каким-либо образом явно навредить своей собаке, поэтому у него оставался только один выход. Ему нужно было оставить ее подальше от своего дома. Поскольку принцесса только что родила выводок щенков, Барамир знал, что ему нужно мягко уговорить ее уйти. Лучший способ сделать это? Выводите ее на обычную прогулку. Только в этот конкретный день у него были совершенно другие планы. Пройдя около 30 минут, они начали превышать свое обычное расстояние. Обеспокоенная, принцесса начала смотреть на своего хозяина в поисках подтверждения, что она и получила. Они продолжали еще 30 минут, прежде чем Барамир внезапно остановился. Он крепко привязал поводок к стволу дерева, а затем попросил принцессу сесть. Она сделала это послушно, стремясь угодить своему хозяину, не понимая, что за этим последует. Барамир по-старому потрепал ее по голове и велел остаться. Повернувшись к ней спиной, он просто ушел. Принцесса сначала не смутилась, она просто подумала, что ее хозяин вернется в ближайшее время. Только когда солнце начало клониться к закату, принцесса начала беспокоиться. Где же мог быть ее хозяин? Что ей было делать? Голодные боли в животе усилились в дополнение к боли, которую она испытывала за спину своего бедного ребенка в лагере, которые, несомненно, были бы очень огорчены отсутствием своей матери. Пытаясь сохранить хоть какое-то чувство надежды и преданности, принцесса просто легла и попыталась немного поспать ночью, надеясь, что следующий день принесет лучшее будущее. На следующее утро она проснулась от того, что на ее голову падали капли воды. Шел дождь, и, судя по тому, что ее окружало, шел уже некоторое время. К счастью, ее толстое пальто помогло ей не промокнуть слишком сильно. Именно в этот момент приступы голода снова отозвались эхом в ее теле, с такой силой, что она забыла о преданности, которую испытывала к своему хозяину, и начала перегрызать поводок, который привязывал ее к дереву. Ей срочно нужно было найти еду. Благодаря своим острым клыкам она смогла разорвать поводок в течение часа и была свободна бродить. Незнакомая с окружающим миром, она уткнулась носом в землю и начала охоту. Ей нужно было найти запах чего-нибудь подходящего для охоты, потому что она очень привыкла, что ей подают еду в миске. К счастью для принцессы, маленькая белочка случайно пересекла ее путь. Этого было достаточно, чтобы продолжить охоту. Всего через 20 минут она выследила зайца и барсука. В итоге это оказалось как раз то, что ей нужно. Зная, что ей нужно немного пресной воды, она попыталась найти местную реку. Только когда она снова прижала нос к земле, на этот раз она уловила запах чего-то, чего совсем не ожидала. На самом деле, это было то, чего она боялась. Запах волка. Хотя, возможно, она сама наполовину волчица,
Она была воспитана в домашних условиях и поэтому не была готова вступить в контакт с диким волком, не говоря уже об их стае. Она уже собиралась повернуть в противоположную сторону, когда услышала что-то очень знакомое. Тихое поскуливание щенков, звук, к которому она слишком привыкла. Назовите это ее материнским инстинктом или чем-то подобным, но она чувствовала, что ей нужно продолжить расследование. Хорошо, что она это сделала. Принцессе потребовалось чуть больше 10 минут, чтобы найти источник сильного запаха, а также хныканье. Прямо под деревом была чистая землянка. Продвигаясь медленно, она сохраняла самообладание. Когда она подняла голову и посмотрела вниз, в логово, она увидела, что там была волчица, которая, к сожалению, скончалась. Казалось, что у нее были раны на боку. Из-за нее выглядывали 6 маленьких носиков. Это было оно. Щенки прятались за телом своей матери, взывая о помощи, не зная, что делать. Инстинкт принцессы не подвел. У нее не было и минуты, чтобы обдумать, что ей делать. Ее молочные железы набухли от молока из помета, с которым ее разлучили, и этим щенкам нужна была приемная мать. Это была судьба во всей красе. Она вытащила тело матери из логова и увела от них. Затем она медленно устроилась поудобнее в логове, облизывая щенков, чтобы им было удобнее с ней. Они, должно быть, умирали с голоду, потому что им потребовалось меньше 5 минут, чтобы прижаться друг к другу и начать кормление. Это принесло принцессе облегчение, но она также почувствовала себя лучше. Помощь ее новой маленькой семье была именно тем, что ей было нужно после всего, через что она прошла. Щенки приняли принцессу как родную мать и быстро выросли в размерах. Принцесса со временем научилась охотиться лучше, так как ей нужно было обеспечивать своих приемных щенков достаточным количеством пищи. Но довольно скоро они стали достаточно большими, чтобы присоединиться к ней в поисках пищи. Им тоже пришлось научиться охотиться, чтобы однажды прокормить себя. Хотя сейчас они были самостоятельной стаей, через несколько сезонов им нужно будет начать расширять свою стаю, если они хотят конкурировать с соседскими группами волков. Принцесса сделала все возможное, чтобы снабдить щенков-подростков всем необходимым, чтобы они могли стать сильными представителями природы. Они грубо играли вместе, учась, как прижать друг друга к стенке, а также успешно выслеживая друг друга без ведома другого. Сами того не осознавая, это самое обучение оказалось более полезным, чем они могли предполагать изначально. Это был таинственный день, из-за которого принцесса чаще, чем обычно, принюхивалась к воздуху. Низко стелился туман, из-за которого видимость была минимальной. Она отправилась на охоту одна, оставив детей позади. Иногда ей нравилось делать это, чтобы обрести немного покоя. Всего через 20 минут после начала охоты она услышала вокруг себя какую-то возню. Подняв нос в воздух, она почувствовала знакомый запах волков. Это было проблемой. Ее сердце учащенно забилось. Она знала, что у нее нет шансов против стаи волков. Если то, что она ожидала, было правдой, она собиралась вступить на очень опасную территорию. Из тумана появилась темная фигура, направляясь к ней. Это был большой, черный, лохматый волк-самец, который угрожающе рычал на нее. Приготовившись защищаться, из глубин тумана появилось еще больше волков, шокировав ее. Принцесса знала, что у нее нет ни единого шанса. Она подчинилась, пытаясь избежать нападения. Но зубастые волки восприняли это действие неправильно. Это заставило их наброситься на нее. Она была готова сражаться изо всех сил. Именно тогда 6 молодых волков выскочили из-за кустов в поле зрения принцессы. Они отбились от волков, которые надвигались на принцессу, и спугнули стаю. Это было последнее, что они видели от злой стаи. Принцесса почувствовала облегчение. Они спасли ее. Прямо перед ней были уже не маленькие щенки, просто счастливые видеть, что с их матерью все в порядке. Она тоже была вне себя от радости, увидев их. Благодаря ее доброте, проявленной к ним, когда они больше всего в ней нуждались, они отплатили ей тем же, спася ей жизнь всего несколько месяцев спустя. Какая невероятная история!
Расскажите о добром сердце, которое оставалось добрым, даже когда те, кому она доверяла, предали ее. В ответ на ее доброту ответили тем же. Дайте нам знать, что вы думаете об этой прекрасной истории в комментариях ниже. До следующего раза.